Кто бы мог подумать, что за политиками, актерами и мировыми звездами прячутся настоящие художники? Казалось бы, чем еще удивлять, когда ты так у всех на виду? Но нет, некоторые знаменитости, оказывается, променяли свои привычные роли на холст и кисти. Хотите узнать, кто тайно творит шедевры? Ну или почти шедевры? Меня зовут Яна, и здесь мы говорим об искусстве. Осторожно, сегодня будет очень неожиданно. Поехали. Адольф Гитлер — личность одна из самых известных в мире и в то же время одна из самых ненавидимых в истории. К чему привело его правление? Все знают, к гибели миллионов людей, к тому, что было разграблено огромное количество произведений искусства. Есть и другая сторона, которая редко вспоминает. Гитлер был художником, внезапно. И тут возникают важные вопросы. Можно ли покупать его картины с моральной точки зрения? Насколько вообще хороши эти картины? Каково значение их сегодня? Давайте разбираться. Гитлер родился в 1889 году в Австрии. В молодости он мечтает поступить в Академию изящных искусств в Вене. Несколько раз проваливает экзамены. Комиссия Академии предлагает парню попробовать себя в архитектуре. Почему? Дело в том, что Гитлер преимущественно рисовал именно архитектуру. Ничего новаторского он не придумает. Его работы просто копируют произведения художников XIX века и других мастеров. Интересно, что на картинах Гитлера почти нет людей. Как-то раз был такой случай, его картины показали одному известному арт-критику, не говоря, кто их автор. Критик сказал, что работы вполне себе неплохие. Он сказал, что люди на них выглядят как-то безлико, с какой-то холодностью, как будто бы автор проявляет безразличие к человеческой расе. Пейзажи сами кажутся какими-то стерильными, однообразными, скучными. И один из таких примеров вы сейчас видите, это картина со зданием, где Гитлер впервые основал нацистскую партию. Некоторые искусствоведы, кстати, считают, что именно неудача на вступительных экзаменах в эту академию могла подтолкнуть Гитлера к формированию образа гения. Но пока этот непризнанный гений живет в нищете. Он часто переезжает, скитается по каким-то дешевым комнатам, и какое-то время он даже живет в приюте для бедных. В 1909 году Адольфу Гитлеру наконец-то удается вырваться из этой крайней нищеты, начать зарабатывать. Он продает туристам масляные акварельные картины с видами Вены. В своей автобиографии «Mein Kampf» Гитлер пишет, что именно в Вене у него зародилась ненависть к евреям. Это, кстати говоря, любопытно, потому что в то время его финансово поддерживал владелец магазина еврей Самюэль Моргенштерн. Гитлер принимал заказы от евреев, конечно, крайне неохотно, но из-за нужды, видимо, приходилось через себя переступать. Но позже, когда Гитлер придет к власти, он начнет уничтожать не только евреев, а людей с другим цветом кожи, гомосексуалов, цыган, всех, кто был против нацизма. Он также будет выступать против современного искусства. Он будет называть его дегенеративным и обвинять в том, что оно создано евреями и большевиками. В 1937 году нацисты конфискуют около 16 тысяч произведений искусства из музеев Германии, как раз называя их дегенеративными. Среди них были работы очень известных художников, таких как Пикассо, Ван Гог, Шилле, Кандинский, Матисс и многие другие. В историю вошла знаменитая Мюнхенская выставка под названием «Дегенеративное искусство». Ее Гитлер устроил с целью вызвать у людей презрение к работам современных художников. Организация этой выставки была ужасной, но это было специально сделано, намеренно. Но неожиданно эта выставка привлекла около 2 миллионов зрителей. Она потом еще отправилась в тур по Германии и собрала еще минимум 1 миллион человек. Ну, а Гитлер хочет показать свои художественные предпочтения народу, он организовывает другую выставку. Эта выставка проходит одновременно с дегенеративным искусством, но она оформлена уже гораздо лучше. И на этой великой немецкой художественной выставке представлены картины с пейзажами, солдатами, обнаженными блондинками, которых одобрил к показу сам Гитлер. Ну и Гитлер думает, что эта выставка получит хорошие отзывы по сравнению с той фарсовой выставкой так называемого дегенеративного искусства. Но, как можно себе представить, его план проваливается. На выставку Гитлера приходит гораздо меньше людей, и это тоже сильно бьет по его самолюбию. Когда выставка закончится, большая часть произведений искусство будет продано на аукционах в нейтральной Швейцарии, а потом эти вырученные деньги пойдут на войну. Ну, спасибо, хоть не все уничтожили. Когда Гитлер приходит к власти, он сам отдает приказ уничтожить свои работы. Но некоторые все-таки сохранились.
В США есть 4 его акварели, которые конфисковали во время Второй мировой войны. И вообще самая большая коллекция его картин тоже находится в США, в Международном музее Второй мировой войны. Кстати говоря, в Германии продавать картины Гитлера можно, если на них нет нацистской символики. Но все равно каждый раз такие ситуации, естественно, вызывают какие-то недопонимания, споры, ну это понятно. А еще, как неудивительно, его картины часто подделывают. В 2019 году 3 акварели, которые были выставлены на аукционе в Берлине, конфисковали как раз из-за подозрений в подделке. Пейзажи с горами и реками продавались за $4500 за штуку. Позже еще несколько работ, выставленные на аукционах, также будут изъяты. Полиция потом скажет, что печати подлинности, скорее всего, поддельные. И такая ситуация с подделыванием картин Гитлера довольно частая на самом деле. Тут возникает вопрос, кому оно вообще нужно подделывать картины Гитлера? И почему так сложно определить подлинность его картин? И тут все дело в том, что у него не было своего узнаваемого стиля. Искусствоведы считают его работы типичными для любителя, никаких уникальных черт. Он часто копировал картины других художников, поэтому его работы из-за этого также легко подделать. Тем не менее, картины Гитлера продолжают продаваться на разных аукционах, как неудивительно. В 2009 году аукционные дома продали около 28 его картин на сумму более чем $245 000. В 2015 году на аукционе в Нюрнберге было продано 14 его работ на сумму, внимание, $450 000. Хотя сами работы ничем не впечатляют, на них были заявки из таких стран, как Арабские Эмираты, Франция, Китай, Бразилия. Многие критикуют аукционные дома за то, что они продают искусство диктатора и массового убийцы. У меня же, если честно, больше вопросов вызывают люди, которые готовы покупать эти работы. А что вы думаете? Пишите в комментариях. Вот на фоне всех этих тяжелых событий и искусствоведческих споров о Гитлере мы можем взглянуть на совершенно противоположный подход к живописи. Подход Уинстона Черчилля. Это человек, который стал символом борьбы против нацизма, но также нашел себя в искусстве, совершенно с другой целью, с другой мотивацией. Черчилль начинает рисовать в 1915 году, когда ему было 40 лет. На дворе Первая мировая война, а он подает в отставку с поста главы британского флота после катастрофы на Дарданельском фронте. Потом Черчилль признается, что живопись помогла ему пережить тяжелый период. Вообще Черчилль никогда не стремился стать великим художником, но ему была присуща настойчивость, без чего, кстати, политическую карьеру не построишь. И эта настойчивость, она отразилась и в живописи, потому что как автор Черчилль, кстати говоря, был весьма продуктивен. Он создал более 500 картин, пейзажи, натюрморты, портреты семьи, но, конечно, его работы больше ценятся за имя автора, чем за художественные достоинства. Черчилль любил рисовать пейзажи. «Дерево не жалуется, если я его плохо нарисую», так он шутил. Его вдохновляют пейзажи Марокко, Италии, Греции, фьорды Норвегии, каналы Роттердама. Но больше всего Черчилль пишет на юге Франции. Именно там он создаст около 130 картин. Черчилль увлекся акварелью, когда увидел, как сестра его жены рисует на отдыхе. Но масло ему все-таки понравилось больше. Как-то раз он сказал своему другу: «Если бы не живопись, я бы не смог жить. Я просто не смог бы вынести весь этот стресс». Интересно, что к современному искусству Черчилль относится неоднозначно. К некоторым стилям вообще вполне себе скептически. Его не впечатляют работы Пикассо и Шагала, а зато он восхищается Моне, Мане, Сезанном, Матиссом. Был такой интересный период в жизни Черчилля, когда он выставляет свои работы под псевдонимами, чтобы не привлекать внимание к своей известности. Он отправляет 5 своих картин на любительскую выставку в Париже под псевдонимом Шарль Мори, и 4 из них продаются за скромные суммы. А чтобы участвовать в конкурсе любителей живописи в Лондоне в 1926 году, Черчилль использует другой псевдоним — Дэвид Уинтер. Он выигрывает первый приз от жюри. А в жюри входили будущий директор Национальной галереи в Лондоне, очень известный тогда художник-портретист и самый знаменитый арт-дилер того времени. Вот так. Несмотря на свою популярность, Черчилль в целом редко продает свои картины. В начале своей карьеры художника он писал своей тете Леоне Лесли: «Мои картины слишком плохи, чтобы продавать, и слишком дороги, чтобы дарить».
Но в конечном итоге он подарит как минимум 100 работ семье, друзьям, коллегам, сотрудникам и иностранным высокопоставленным лицам. Например, он подарит свои работы президентам Эйзенхауэру, Трумэну, королеве Елизавете II и Вивьен Ли. Одна из его работ, которую он подарил своему близкому другу Аристотелю Онасису, она была продана на аукционе за почти $2 миллиона. Эта картина украшала яхту Онасиса наряду с произведениями Гогена, Писаро и Эль Греко. Совсем недавно, в прошлом году, картина Уинстона Черчилля «Каналу мотеля Сент-Жорж» ушла с аукциона Кристис за $376 тысяч. Эксперты считают, что это знак растущего интереса к его творчеству. И в том же году был побит рекорд. Его работа «Башня мечети Кутубия», на которой изображен Марракеш, была продана за $11,5 миллионов бельгийскому коллекционеру. Эту картину Черчилль подарил когда-то Франклину Рузвельту после Касабланской конференции. Лидеры наблюдали закат над Марракешем, и это вдохновило Черчилля на создание этой картины. В свое время много картин Черчилля выкупит для своей коллекции Брэд Питт. А башню мечети Кутубия Питт потом подарит своей жене на тот момент, Анджелине Джоли. Это мы немного отвлеклись, давайте вернемся к нашему герою. Черчилль не раз говорил, что живопись — это просто его личное увлечение, что он не претендует на звание какого-то великого мастера. В своей книге «Живопись как досуг» Черчилль пишет: «Я не могу притворяться, что отношусь к цветам беспристрастно. Я радуюсь ярким и искренне сожалею о бедных коричневых. Когда я попаду на небеса, я собираюсь провести значительную часть первых 1 миллиона лет за рисованием, чтобы до конца разобраться в этом вопросе». Следующий наш неожиданный художник, опять политик, Джордж Буш. Это бывший президент США, один из самых известных политиков страны, наверное, мира. Он начал свою карьеру как пилот, затем закончил Гарвардскую школу бизнеса и стал 43-м президентом США. В то время произошли теракты 11 сентября 2001 года. За этим последовало объявление войны с терроризмом и начались военные операции в Афганистане и Ираке. Но несмотря на все эти сложности, его история не заканчивается на политике. Он также стал художником. Буш начал заниматься живописью в 2012 году, когда его семье посоветовали американскую художницу Гейл Норфлет. Она каждую неделю проводила для него уроки по масляной живописи. Первые шаги Буша в искусстве не остались без внимания. Его электронную почту взломал румынский хакер по имени Гуцифер, который выложил несколько его ранних работ, включая 2 автопортрета в ванной. Вдохновение рисовать Буш получил после того, как прочитал эссе Уинстона Черчилля «Живопись как досуг». С тех пор он создал множество картин от натюрмортов до портретов людей и собак. Сам Буш не считает себя каким-то конкретным типом художника, но его стиль можно описать как портретный, с широкими мазками кисти и элементами импрессионизма. В 2017 году Буш выпускает книгу «Портреты мужества. Дань уважения воинам Америки от главнокомандующего». Эта книга вызывает очень большой интерес и привлекает внимание не только СМИ, но и искусствоведов, которые начинают изучать его работы. В этой книге собрано 66 портретов людей, которые служили во время президентства Буша, начиная с трагедии 11 сентября. Значит, что в этой книге? Одна из самых знаменитых картин — это портрет рядового Тимоти Джона Ланга из корпуса морской пехоты США. Этот и другие портреты, они поднимают вопросы в арт-сообществе о том, как вообще воспринимать любительское искусство, как к нему относиться, какая роль у него в современном искусстве. Интересно, что этому политику удалось так привлечь внимание СМИ, в то время как других художников обычно просто игнорируют за их средненькие работы. Многие портреты Буша показывают его детский стиль живописи, в нем сильно подчеркивается текстура. Эта техника называется импаста. Наносится толстый слой масляной краски на лица моделей, а фон при этом остается довольно спокойным. Из этого кажется, что Буш сосредоточен именно на лицах моделей. Еще одна важная работа — это портрет Дзюнитиро Коидзуми. Это бывший премьер-министр Японии. Он прославился тем, что поддерживал войну с терроризмом и отправил японские войска в Ирак. Дальше у нас портрет Рои Маху. Он рассказывает историю афганской женщины, которая бежала из-под власти талибов.
Она основала компанию в Афганистане, но позже снова была вынуждена уехать в Нью-Йорк. Этот портрет отражает ее борьбу за права женщин и служит напоминанием о тех, кто борется за свои свободы. Когда Буш делится своим опытом живописи, он говорит, что для него было важно учиться у разных художников. Он нанял 3 наставников, каждый из них в чем-то помог ему расти. Буш также изучал историю искусства. Сначала он рисовал домашних животных, потом кактусы, потом переключился на лилии. На одном из интервью корреспондент пошутил: «Это ваш период Моне?» Буш скромно ответил: «Ну, не совсем, но что-то в этом есть». От политики переходим к кино. И здесь, в финальном пункте, будем обсуждать единственную женщину в нашем списке. Это знаменитая актриса Шерон Стоун. Она увлекалась живописью еще с детства, ее тетя была художницей, расписывала стены в доме, где Шерон выросла. В колледже она тоже изучала искусство, а во время пандемии COVID-19 она снова вернулась к рисованию и могла сидеть с кистью по 17 часов в день. Тот сложный период вдохновил ее найти новый способ выражать себя. И теперь умение Шерон превращать слабости в силу и наблюдать за людьми отражается в ее картинах. Шерон Стоун нам всем известна прежде всего как звезда Голливуда с блестящей карьерой. Она прославилась после роли в фильме «Основной инстинкт», получила «Золотой глобус» за роль в фильме Мартина Скорсезе «Казино», который также принес ей номинацию на «Оскар». Но Стоун — это не просто актриса, она также пережила инсульт и написала об этом автобиографию «Красота жить дважды», которая потом станет бестселлером «Нью-Йорк Таймс» в 2021 году. Она также активно занимается благотворительностью, поддерживает феминистские инициативы, и сейчас она еще и художница. И вот теперь, после 40 лет карьеры, Шерон Стоун серьезно занялась живописью. Недавно она устроила весеннюю выставку в галерее Луж в Лос-Анджелесе. Потом показала свои работы на выставке, которая называлась «Добро пожаловать в мой сад» в Гринвиче, в штате Коннектикут. Название выставки взято с одной из 19 картин из коллекции. Там много деревьев, цветов, листьев, и они выглядят как полупрозрачные, схематичные. «Добро пожаловать в мой сад» — это приглашение взглянуть на мир глазами Шерон. Например, картина «Иерусалим» отражает ее эмоции от визита к стене плача. А состояние дел — ее размышления о патриархате, изображенные через черных змей на фоне розовых и голубых облаков. В работе «Разрыв в атмосфере» она затрагивает тему того, как человечество игнорирует экологические проблемы. Конечно, можно скептически относиться к актерам, которые внезапно решают заняться живописью. Но вот, кстати, именно с Шерон Стоун эти сомнения не оправданы. Картина из моего сада показывает, что она, как начинающий художник, ищет свой стиль. И многие из ее картин, они удивляют глубиной и гармонией цвета. В интервью Шерон рассказывает, что ее вдохновляют Кандинский, Мирон, Моне. Иногда мы можем прям отчетливо увидеть это влияние. Например, Амелия напоминает абстракции Кандинского, а размышления — это отсылочки к Моне. Но это только подчеркивает, что Шерон все еще в поиске своего стиля и палитры как художник. Ее работу, кстати говоря, уже ценят коллекционеры и авторитетные арт-критики, такие как Джерри Сальс, он старший критик New York Magazine и лауреат Пулитцеровской премии. А ее посты с картинами в Инстаграм собирают кучу лайков и стали настоящим хитом. В одном интервью Шерон говорит: «Я рисую, чтобы добраться до самой сути творчества и избавиться от шума и чужого мнения. Я колорист, цвет ведет мои работы и разговаривает со мной». Ну что, друзья, заканчиваем этот ролик. Казалось бы, что общего у Гитлера и Шерон Стоун? Теперь вы знаете. Кто-то делает революции в кино, кто-то в других местах. Лучше всего делать их на холсте. Так что если вдруг вы чувствуете, что талантливые руки до сих пор заняты только подписыванием документов, не расстраивайтесь. В мире всегда найдется место еще для одного художника. Подумайте об этом. И до встречи в следующем видео. Друзья, я жду от вас спасибо в виде лайка. Обязательно подпишитесь на этот канал и отправьте этот ролик своим друзьям. Все, пока-пока.